Молодой машинист Кайл Эванс мчался на грузовом поезде через заснеженные просторы Миннесоты. Внезапно он заметил на рельсах что-то необычное. Сначала подумал, что это обычные лесные животные, но сердце замерло. Прямо на путях стояла стая волков. Кайл ожидал, что они разбегутся, но хищники не шевелились, словно охраняли что-то невидимое. Инстинкт самосохранения подсказывал: тормозить или мчаться. Кайл дернул рычаг экстренного торможения. Поезд скрипел, металл визжал, но состав постепенно замедлялся. Волки медленно расступились, и перед глазами машиниста предстала жуткая картина. В центре рельсов лежал пожилой мужчина. Кайл родился и вырос в Сент-Луисе, в семье железнодорожников. Отец и дед научили его не только управлять поездами, но и беречь природу вокруг. После колледжа он вернулся на родное депо, быстро освоился и вскоре получил возможность управлять тяжелыми грузовыми составами, пересекающими заснеженные леса. Для него каждый рейс был маленьким приключением, особенно зимой, когда солнце играет на снежных кристаллах, а дыхание превращается в серебристый пар. В тот январский день Кайл вел состав через лес, наслаждаясь умиротворением за окном, когда несколько километров впереди заметил странное пятно на рельсах. Подъехав ближе, он увидел серо-белые силуэты волков. Это были осторожные и гордые хищники, и они стояли так, что состав никак не мог пройти. Кайл подал мощный гудок. Обычно это отпугивало животных, но стая оставалась на месте. Сердце Кайла бешено колотилось. Он медлил, боясь, что поезд слишком тяжелый, чтобы остановиться вовремя, но также понимая, что волки ведут себя странно. Каждая секунда казалась вечностью. По мере приближения состав постепенно замедлялся и, наконец, остановился всего в нескольких метрах от живой баррикады. Волки стояли плотным кольцом, тревожно вояли, но не убегали и не нападали. Когда железная машина остановилась, Кайл смог рассмотреть, что именно они защищали. На рельсах лежал старик, руки которого были прикованы наручниками к холодному металлу. Это был Гарри Уинтерс, местный егерь за 70, всю жизнь охранявший леса и их обитателей. Местные браконьеры решили жестоко отомстить ему за долгие годы борьбы с ними, оставив его умирать на рельсах. Волки, которых Гарри годами защищал, появились в самый нужный момент. Они окружили старика, не давая поезду продолжить путь. Кайл, вооружившись кочергой для самообороны, спрыгнул на снег и осторожно подошел к Гарри. Волки держались по краям, внимательно наблюдая за машинистом. Кайл снял наручники, а старик, тяжело дыша, кивнул в знак благодарности. С этого дня Кайл каждый раз, проезжая через этот участок леса, замедляет ход, внимательно смотрит на рельсы и помнит, что иногда самые опасные моменты могут стать местом спасения, и что природа умеет защищать своих.